Здравствуйте, с вами Рина Преображенская. Сегодня 2 января 2024 года, 5 часов 54 минуты, я нахожусь в Челябинске. И захотелось записать этот разговор для того, чтобы продолжить мой подкаст «Окно в новые смыслы себя и жизни». Перерыв случился солидный. Последнюю запись я в этом подкасте выложила 2 декабря. Ровно месяц прошел. И для меня здесь, конечно же, есть свое объяснение. Я пришла с другим разговором, а получается, что сначала мне нужно сказать несколько слов об этой паузе, что в принципе логично укладывается в тему разговора, как оказалось. Изначально я пришла с темой о том состоянии пространства, людей, которые я сейчас наблюдаю. Отчасти, конечно же, это часть встречи, которая будет у нас 7 января, уже скоро, когда я проведу встречу об энергиях наступившего уже года, 24-го, через энергию ауросомы. И в то же время есть моменты, которые хочется озвучить уже сейчас, они актуальны, о них я уже сказала немного, когда делилась своими впечатлениями об этом периоде, вот буквально недавно пост я размещала до Нового года. Так вот, сейчас такое ощущение, что начался самый пик того сумасшедшего, реально сумасшедшего состояния, которое мне напоминает первое время чумы. Изначально я помню, что впервые эта фраза ко мне пришла, по-моему, где-то, в 2020 году, когда пандемия у нас произошла. И вот за год люди нахлебались, в изоляции насиделись. И когда вышли, так скажем, на свободу в конце года, то вот началась какая-то история, как будто люди с катушек съехали. И сказывалось все. И усталость, и непонимание, и растерянность, и, в общем, какая-то массовая истерия была. Вот тогда я впервые вот эту фразу считала в пространстве, как первое время чумы. И у меня все время было ожидание, сейчас, как я понимаю, наивное, понятно, у всех своя история, у всех свои скорости и сценарии, что люди как-то остановятся, очухаются и уже задумаются, для чего нам все это было дано и дается постоянно. Но в массовом порядке, то есть в большинстве случаев, приходилось наблюдать как раз продолжение этой истории, этого пира, который только набирал обороты. И вот в этом году, учитывая все события, накопительный балласт вообще всей истории и с 2020 года в том числе, то есть это такая какая-то пиковая такая
история такая накопительная, воспалительная, которая сейчас уже буквально взрывается со всех сторон. И, как я вижу, жизнь людей ничему не учит. Вот, например, у нас в Челябинске, я уж не знаю, кто меня слушает, с каких территорий, может быть, это и не только из Челябинска люди, поэтому я здесь уточню, что у нас в Челябинске, да и здесь вообще вот в Уральском федеральном округе конкретно засыпало в декабре. Очень хорошо засыпало, и я в этом увидела, в том числе, конечно, это не только единственный смысл этого момента. В том числе увидела то, что жизнь нас останавливает, чтобы притормозили в тех гонках, которые развиты уже просто с сумасшедшей скоростью. Они и раньше были гонками, но раньше, как я понимаю, они были какие-то такие умеренные гонки, когда люди просто бегали по своему ментальному кругу, как лошадки такие, только на уровне ума, не опускаясь в тело, не поднимаясь к высшим смыслам. Вот. А сейчас эта история осталась, плюс усугубилась вот эта вот, так скажем, история, которая мне напоминает, в общем пространстве, которая мне напоминает эти Авгиевы конюшни. И люди не знают, что с этим делать. А мало кто на сегодняшний день уже начал понимать, что эти Авгиевы конюшни, которые находятся сейчас в общем пространстве, это есть результат личных конюшен каждого человека. Ну, понятно, у каждого своя ответственность. Я сейчас не буду всех, образно говоря, ставить в один ряд. Есть люди, которые очень много делали и продолжают делать. А в основном, конечно же, увы, это не так. Какая-то такая у меня предыстория получилась, довольно-таки внушительная, уж не знаю, понятно или нет, но я надеюсь, что понятно. Так вот, вот этот декабрь для меня стал подтверждением всего того, что я видела, знаю и получаю информацию постоянно. Просто мне же ее надо еще постоянно сверять с реальностью, с живыми историями. И для меня однозначно, что сейчас самое правильное проживание нашей жизни — это без гонок точно, это через паузы однозначно, через сверку с собой, со своей душой, это даже не обсуждается. И это возможно сделать только вне вот этих сумасшедших гонок, которые развиты повсеместно. Люди в хаосе, люди в агонии, люди в каком-то захлебывающемся адреналине шпарят куда-то. И, к сожалению, никак не могут услышать, увидеть, понять, осознать, что уже как раньше нельзя, просто нельзя, это не обсуждается. К сожалению, ничему не научили 20-е, 21-й, 22-й и тот же 23-й год, когда ушло очень много людей, когда уже только ленивый, наверное, не говорит о том, что все, хватит, нужно
жить уже иначе, потому что старого мира точно нет, и все изменилось. Но, к сожалению, скорость и масштаб пробуждения не такие, как хотелось бы, а все-таки хочется жить в другом мире. Во-первых, в более здоровом, в более спокойном, в более разумном. И мне, как человеку, который также живет на этой планете, просто хочется уже видеть другую картину снаружи. Но, к сожалению, она меняется не так, как хотелось бы. И тут, конечно же, сказывается еще накопительное тысячелетняя история. Поэтому, имеем, что имеем, живем с тем, что есть, и просто делаем свое дело. И вот я опять подхожу к этому декабрю. Нас конкретно засыпало. И когда засыпало, я, как теперь понимаю, наивно ожидала, что люди сейчас тоже как-то притормозят. Смотрю, нет, вообще нет. Не понимают. Также продолжают носиться, как сумасшедшие. Я здесь предлагаю не валить все в одну кучу. Я не говорю о том, что надо вообще ничего не делать, не ходить на работу, не делать дела. Нет, я не про это. Я про то, чтобы все это делать, потому что это и есть естественная часть нашей реальной жизни. Нам всем нужно жить, кому-то, наверное, даже выживать, решать финансовые вопросы. Это нормально, абсолютно. Я сейчас говорю о состоянии людей. В каком состоянии они это делают. Вот о чем я сейчас говорю. Состояние уже на какой-то грани находится. И люди пытаются забыться, пытаются отвлечься, используя все старые свои развлекалки. На этот разговор меня натолкнул другой разговор. В декабре я ходила на тренировки, продолжала посещать свои тренировки, и на одной из тренировок с тренером у нас зашел разговор о том, что, увы, как-то медленно наша жизнь меняется. Это человек со своей позицией, со своим подходом вообще к жизни. У него свое видение и, конечно же, тоже большое желание жить в другом мире. И вот у нас есть такая общая волна, на которой мы здесь имеем общие кнопки соприкосновения, общаемся. И вот он мне сказал, что нас так мало. В основном люди вообще не слышат, не видят. Он часто говорит, что зомби, автоматы, полуроботы, даже страшно. Печально, страшно, грустно. Вот. И да, это, увы, есть часть, так скажем, жизни. Но я здесь с ним не согласилась и озвучила свою позицию, насколько позволяло время. Все-таки мы на тренировке находимся, надо было и тренироваться тоже. И вот я ему сказала, что таких людей, кто пробужденный, кто тянется к свету и помогает другим, всегда было меньшинство. Их никогда не было большинство. Вся история Земли — это история
большинства, которые либо спит, либо во тьме, либо выбрала свой сценарий. Причем есть люди, которые действительно и изначально пришли на планету уже с высоким уровнем развития души, то есть они уже имеют более ясный взгляд, но они выбрали не идти эту дорогу дальнейшего развития, пробуждения, роста. Они выбирают вот буквально такую чисто земную жизнь. Никто не говорит, что это плохо, либо это хорошо. Вот они выбрали так. Я просто говорю о том, что они отказываются от своего предназначения светить. И вот таких светляков, или светлячков, помягче говоря, их всегда намного меньше. С одной стороны, грустно, но есть одно но, которое лично для меня всегда служит топливом и вдохновением продолжать свою дорогу. К сожалению, я сейчас не могу вспомнить подробности одного научного материала. Я просто помню суть. Если мне попадется на глаза воспоминания об этом материале, потому что я хорошо помню, что я его публиковала у себя на странице, вот если оно мне попадется, то я обязательно его продублирую. Так вот, смысл был в том, что ученые задались вопросом, я очень рада, что наука уже стала поворачиваться лицом к таким вопросам энергетики, состояния человека. Так вот, учеными было проведено исследование о том, как состояние человека может влиять на окружающее пространство. Я не помню цифры, но я помню, что людей, которые были простроены, которые были спокойные, которые умели сохранять свое спокойствие, свое вот это состояние выровненности, баланса, на тот момент. Таких людей специально прям забрасывали в очаги военных действий. И через какое-то время эти очаги начинали гаснуть. И было сделано несколько таких, понятно, уж не знаю, как сказать, марш-бросков, наверное, когда люди специально размещались вот в таких очагах. В горячих точках. И на основе вот этого опыта был сделан вывод, что вот эту цифру я хорошо запомнила, что человек, который имеет выровненное, спокойное состояние и способен его сохранять с течением времени, он своим состоянием способен влиять на 100 тысяч человек. Вот эту фразу, вот эту цифру я очень хорошо запомнила. Один человек своим спокойствием влияет на такую большую массу людей, до 100 тысяч человек. То есть фактически это город. Всего один человек. И я вот тогда тренеру это сказала, что один человек способен. И поэтому здесь, наверное, каждый сам отвечает за себя. Естественно, это вопрос ответственности.
И в то же время это вопрос создания вокруг себя такого пространства, чтобы, во-первых, самому было более комфортно жить на этой планете. Вот лично мне комфортнее жить, когда рядом счастливые люди, спокойные, доброжелательные. Я здесь никого не спасаю, я здесь никого не уговариваю, не заставляю. Мне просто самой комфортно жить вот так. В спокойствии, в разумности, в ясности, в понимании, что с тобой происходит. В наличии тех навыков, которые у меня есть, в умении себе помочь. Это моя естественная позиция, что когда у меня появляются какие-то вопросы, я, естественно, сразу с ними каким-то образом взаимодействую, но это нормально, как почистить зубы. Если у тебя где-то что-то заболело, ты идешь и себе каким-то образом помогаешь. Так и здесь психологическое состояние также требует внимания. Это элементарная внутренняя гигиена, нормальная, естественная. Этот навык встроен во мне уже давно, и я очень рада, что он во мне есть. Для меня так нормально, как я утром чищу зубы и вечером то же самое, так и здесь. Я постоянно отслеживаю, что происходит со мной. Если ты спокойна, то оно и не требует особого внимания. Ты просто живешь, ты просто живешь, делаешь свои дела, взаимодействуешь, и комфортно. Вот это состояние спокойствия, комфорта, мира с собой, его ни с чем не сравнить, когда ты чувствуешь вкус жизни, ты его чувствуешь. Ты чувствуешь пищу, ты чувствуешь воздух, ты чувствуешь все, что происходит в мире, погода, природа, люди, общаешься. То есть все это, все, что наполняет твою жизнь, оно служит для тебя топливом. Здесь вопросов никаких нет. А вот если у тебя, то есть у меня какие-то моменты начинают там оттягивать на себя внимание, то, естественно, как только предоставляется возможность, я туда смотрю, что-то с этим делаю, справляюсь отлично, все. Я уже, по-моему, уже не знаю, сколько раз говорила, что сейчас надо это очень быстро делать, потому что скорости большие, энергии, вибрации очень быстро встраиваются и влияют на состояние, поэтому очень быстро надо с теневыми моментами разбираться, чтобы они не оттягивали драгоценную энергию, и энергия расходовалась на жизнь, а не на колбасню. И при необходимости я это все делаю. Если я не справляюсь, то я, естественно, обращаюсь за помощью. Это нормально, абсолютно нормально. Есть необходимые специалисты своего дела, которые делают свое дело на этой планете. Все здесь знать и уметь невозможно, и не надо. Не надо на себя тут напяливать, натягивать все одеяло мира. Просто-напросто обратиться за помощью к специалисту, к необходимому, и решить все свои вопросы. Все. И снова дальше живи свою жизнь. Все. Для чего я это делаю? Чтобы жить спокойно, жить в ресурсе, реализовываться с удовольствием. Вот я не знаю, для меня это элементарные моменты. И я, естественно, хочу, чтобы и вокруг меня такие же люди были, жили. Хочу общаться с такими людьми. Что внутри, то и снаружи.
И поэтому для меня вот этот сценарий жизни не обсуждается. Для меня это нормально и элементарно. И я этому обучаю моих детей, чтобы они могли себе помочь. Обязательно, это в первую очередь. И при необходимости, конечно же, они уже делятся со своим опытом, со своими подругами. Вот старшая дочка замуж вышла, со своим супругом она делится, ему помогает при необходимости. То есть это уже создание пространства вокруг себя, и ты умеешь и знаешь, что с этим делать. Грамотная взрослая позиция. Вот. И тогда, когда ты находишься в таком состоянии, в согласии с собой, то ты взаимодействуешь и с миром, с реальностью. Тебе уже не надо каких-то дополнительных допинговых моментов, чтобы забыться, чтобы закрыться, чтобы не видеть, не слышать. Ты смотришь в этот мир широко открытыми глазами, и ты способен выдерживать, да, что там происходит того, что тебе не нравится, но ты способен и действительно радоваться этой жизни, быть благодарным просто за то, что она есть, и этого достаточно. А когда тебе приходит дополнительно еще манна небесная в виде рассветов, закатов, снегопадов красивых людей, общения с ними, тишины, либо наоборот музыки, просто прогулок. Господи, жизнь такая изобильная своим богатством, которое люди просто не видят, забываясь в алкоголе, в наркотиках, в разных транквилизаторах, пуляя эти петарды ненужные абсолютно. Ну прошло уже это время, ну все, хватит уже, ребята, ну наелись уже. Я вот в этот Новый год наблюдала тоже у нас на Тополинке. Каждый год начинается вот эта дискотека с 8 где-то вечера. Салюты, петарды, бенгальские огни. Это все понятно, это все, в принципе, это всегда праздник, это всегда нормально. Хлопушки на Новый год всегда были. Но то, что сейчас происходит, и вообще вот эти вот годы все, это уже, ну, мягко говоря, точно не та история, которая нужна всем. Я вот смотрю, зачем все это? Вот зачем? Этот разговор произошел у меня с тренером, так скажем, не вчера, и как-то подзавис. Вот весь декабрь какой-то такой стоповый был. Да, я работала, конечно же, как-то здесь не было таких больших провалов, и в то же время это была большая лично у меня внутренняя работа. Всегда есть чему происходить, тем более я постоянно вот эти процессы проживаю, которые происходят задолго до общего человеческого плана, поэтому работы у меня здесь хватило. И в то же время, что касается вот этого пласта сегодняшнего момента, здесь 100% нужен был стоп в декабре, 100%. Здесь нужна была большая пауза. Здесь нужно было переосмысление. Опять, еще раз. У меня четкое было ощущение, что Новый год начнется, и как будто вот так вот занавес отъедет, и все, уже новая история. Я не знаю, как вы, а я ее почувствовала. Именно 1 января, когда я проснулась.
Я ее чувствую, все. Уже все совершенно иначе. У меня такое ощущение, как будто вот я сейчас хожу по улицам, как будто все то же самое, и все уже совершенно другое. И, конечно же, мне удивительно, как люди этого не видят и не понимают, и не хотят этого понимать. Я еще раз повторюсь, что этот разговор как-то подзавис, и, откровенно говоря, я не знала, дойдет у меня дело до подкаста или нет. А вот вчера со мной поделилась одна девушка своим впечатлением поездки на Тургаяк. Захотелось ей выехать на это прекрасное озеро. Ну, слово «прекрасное», наверное, мягко говоря, это особое место. Это лично для меня дом родной. Я обожаю Тургаяк. Он меня тоже зовет, манит, но в то же время я всегда чувствую большую с ним связь. Вот. И она мне сказала, что ей очень захотелось выехать на Тургаяк именно в Новый год. Она хотела выехать вообще из города, она сказала. И единственные свободные места, когда она смотрела наличие свободных мест, оказалось вот отель в городе у нас в Челябинске и вот на Тургаяке. И вот у нее, в общем, рука сама потянулась однозначно на Тургаяк. И она попала на Тургаяк. Она шла в новогоднюю ночь на озеро, предвкушая, что там будет тишина, необходимое единение с природой, с собой, ради которого мы все приезжаем туда. И когда она туда пришла, у нее был, мягко говоря, шок, потому что людей было очень много, и то, что там происходило, как раз и напоминало тот пир во время чумы, о котором я начала говорить в начале. Море петард, этих салютов, взрывов. Люди там жарят, сосиски парят. В общем, веселье вроде бы для людей в самом разгаре. И в то же время такое ощущение, вот она мне это все записывала голосово, я это все, естественно, и раньше видела, и когда она мне это озвучила, еще больше подтвердилось, что вот эта история какого-то забытия истерического сейчас достигла какого-то пика. И мне все хочется задать вопрос вот таким людям, что еще должно произойти, чтобы вы очухались, чтобы вы остановились вот в этом, мягко говоря, дурдоме. Дело ведь не в том, чтобы не праздновать, а дело в том, чтобы то же самое делать, праздновать, только действительно радуясь, а не пытаясь залить горло, душу всем, что только можно. Да, можно отвлечься на секунду. Только чем больше вот это вот убегание от себя, тем пробуждение-то больнее. И вот об этом вся была декабрьская история с кучей снегопадов, пробок. Таких пробок я вообще не помню в городе уже. Я помню, когда после снегопада я посмотрела на остановки общественного транспорта. Я столько людей на остановках не видела уже очень много лет. Засыпало все. Все машины как сугробы стояли.
И по состоянию людей и потом общего пространства, опять же, я сделала вывод, что мало кто что там понял, то есть вообще никто ничего не понял. Люди как продолжали носиться, так и продолжают. Произошел второй снегопад, то же самое. Аварии, постоянно усугубляющееся состояние людей. Это же с ними происходит, а никто ничего не понимает. Вот. И поэтому ситуация на сегодняшний день такая, что общее пространство, конечно же, опять кипит, опять она воспаленная, именно человеческая, я имею в виду. Что касается погоды, природы, у нее все нормально. Вот я как наблюдаю, у погоды природы точно все нормально. Здесь, что касается Земли, что касается небес, тут вообще все на своих местах. Я не знаю, как вы, а у меня ощущение, что природа уже либо уже вернулась, либо точно возвращается в свое первоначальное состояние, когда все такое, какое должно быть. Зима так зима, весна так весна, лето так лето. И это уже не первый год. Лично меня это радует. Те снегопады, которые произошли, меня очень порадовали. Думаю, Господи, наконец-то. И снега хорошо так навалило, дай Бог, чтобы он был. И, значит, воды будет, все переживали, что вода уходит. Вот откуда-то навалило же все-таки, причем не один раз. Все стоит все встает на свои места. И природа, как бы так мягко говоря, засыпает, останавливает нас, людей, ставит на свое место. Остановитесь уже. Остановитесь, каждый на своем месте, очухайтесь и посмотрите, где вы, кто вы, что вы, зачем вы. Идите за мной, за природой. Смотрите больше, дальше, глубже. Оставьте вы свои машины, ходите больше пешком. Может, чувствовать больше будете. И иначе уже эту жизнь увидите. Пощупайте ее ногами, глазами, душой. Почувствуйте этот снег, такой первозданный, первоначальный вообще вот в своей чистоте. Это же какая-то, я не знаю, манна небесная. Я вот недавно шла, думаю, вот прямо вот увидела дети, вот такие, какие мы были, все в снегу, лазят по этим кучам, строят какие-то проходы. Я думаю, Господи, наконец-то, наконец-то. Сама тут тоже валялась, ангелов делала, тоже вообще в этом снеге. Так здорово вообще. Сейчас горки делай и делай на каждом шагу, в каждом дворе. Никто ничего не делает, кучи вот валяются. Ладно, сгребли, как говорится, а горок-то никто не делает из взрослых. Это грустно. Вот это грустно. Уж лучше бы горки сейчас делали, чем эти петарды пулять. Вот о чем этот разговор? Обо всем. Обо всем. И о себе, и о нас, и между нами. О том, что жить нужно все-таки в унисон с жизнью. Если мы ее будем слушать, слышать, видеть, чувствовать больше, то, дай Бог, и к себе придем быстрее. Потому что люди же не задумываются через собственные сигналы. Они, как правило, начинают очухиваться через внешние сигналы. Но вот если все-таки жизнь достучится
и получится у нее это сделать, то я надеюсь, история будет все-таки меняться. По крайней мере, я на это надеюсь. Мне хочется жить в другом мире. Повторяюсь, и буду это повторять постоянно, чтобы видеть рядом с собой действительно других, более живых людей, более спокойных, более счастливых. Я просто хочу, чтобы другая планета была. Я хочу моим девочкам оставить другую землю. Я их и сама хочу здесь жить иначе. Вот что могу, я делаю в пределах моих возможностей, моей компетенции. Чтобы каждый здесь, вот как я вижу, просто делал свое дело. И тогда и будут люди счастливыми. Чтобы он умел о себе позаботиться, чтобы наслаждался этой жизнью. И с такими людьми общаться хочется, развиваться, расти. Мы все нужны друг другу, все. У нас у всех есть что дать друг другу. Вот и хочется, чтобы вот эта история началась. А лично я могу взять у другого человека только то, что мне созвучно. Я не смогу принять, не смогу общаться, взаимодействовать, принять что-то от человека, который находится в раздергае, который захлебывается в каком-то негативе, в истерии. Я не хочу от него ничего принимать. Естественно, я буду искать того человека, с которым я на одной волне, чтобы мне было комфортно. Это вопрос баланса, энергетической безопасности в том числе. Я хочу обмениваться с теми людьми, с которыми мне комфортно общаться. Да даже вот ты приходишь в магазин, элементарно. Одно дело, если ты общаешься с продавцом, который который просто спокоен, доброжелателен. Вот как я выхожу в мир, автоматически, вот априори я уважаю каждого человека в этом мире. Я благодарна этому миру. Я ценю его и каждого человека. Я с уважением выхожу туда. И у меня вот этот фильтр всегда стоит. Если я вижу от человека такое же отношение, то, естественно, мы на одной волне, мы обменялись, всем приятно, душевно. Здравствуйте, здравствуйте, все вежливо, все с уважением, все доброжелательно. Это же кайф. А если стоит там человек, который меня, мягко говоря, ненавидит по своим каким-то причинам, то он и получит в ответ от меня, соответственно. Я умею защищаться. Поэтому здесь касается на самом деле вот эта тема всех аспектов нашей жизни. Это не только какие-то духовные моменты, нет. Я всегда за то, чтобы все наши духовные высшие аспекты как раз и согласовать с реальностью так, чтобы у нас просто была другая история, нежели раньше. Так они нам для этого и нужны, чтобы мы стали друг к другу иначе относиться, и жить нашу жизнь стали иначе, и сами, и общаться начали иначе. Вот, поэтому, конечно же, праздники нам нужны. Они важны, они необходимы. Нам нужен отдых, нам нужны праздники, веселье, развлечения.
это все не обсуждается, это все нужно, важно. И да, я сама это дело люблю. Вот у меня скоро младшая дочка приедет, я уже тоже хочу. Вот. Да побольше. А вот это время было паузы. У меня тоже были какие-то свои наметки, и они как-то медленно так вот рассосались. Я все отпустила, как получится, так получится. И получилась вот такая пауза через вот этот вот Рубикон 31 декабря, 1 января, чему я, кстати, очень рада. Я рада, что я вошла в этот календарный новый этап вот именно в таком состоянии. Как я теперь понимаю, чувствую, что это самое правильное лично для меня. Я только за себя говорю. Самая правильная история для начала нового этапа, когда ты действительно имеешь связь с собой. Я сейчас не буду подробно рассказывать, как я это имею, чтобы не повторяться. И прямо да. Чего и вам желаю. Немного застряла, в окно засмотрелась. Утро. Наступает 2 января. И я надеюсь, что этот разговор внесет определенное спокойствие в вашу жизнь. И таким образом оно распространится дальше. Пусть спокойствия в нашей жизни будет больше. Пусть будет именно то спокойствие, которое естественно, нормально и служит опорой и топливом для того, чтобы просто жить и радоваться этой жизни, а не заставлять себя тормозить, пытаясь забыться всяческими способами, которые уже точно не работают. Потому что я вот смотрю, отгрохотали петарды. Но они надолго согрели. Потому что я помню, как раньше эти салюты пускались. Сколько радости было. Люди кричали там как-то это. В этом году тишина. Отпуляли. Такое дышать нечем. Гарь такая стоит над людьми. Я вот наблюдала это все с окна. И вот думаю, да. Кого они порадовали по-настоящему? Не чувствуется, радости-то не чувствуется, искренней радости не чувствуется. Такое забытье. Вот. А хочется-то, чтобы было иначе. Что если даже и зажигается бенгальский огонь, чтобы он действительно грел и радовал, а не так. Тем более нужно учитывать, что все эти последствия этих салютов и петард, это все влияет на нашу планету. Вот так. А это тоже вопрос ответственности и ответа перед нашими детьми, что мы им оставим, какую планету. Здесь уже тоже надо быть поосознаннее. Вот такие дела у нас, друзья.
Может быть, не сильно праздничное послание для вас, но я надеюсь, что вы все-таки возьмете ту пользу, которая, мне кажется, более важна. Все-таки главное — это спокойствие. Лично для меня так. Это опора, это фундамент, это стержень в том числе. И сегодня своим первым выпуском я хочу сделать вклад именно в эту сторону. Заложить вот этот фундамент спокойного вхождения в год. Кстати, об этом я даже не задумывалась, когда начинала эту запись. А мне уже еще больше нравится то, что я сделала. Чего я вам желаю? Желаю вам жить, быть в согласии с собой, доверять себе, делать то, что вы чувствуете для себя правильным. И вот как сейчас я увидела, что это еще более красиво разворачивается в моем пространстве, чтобы это вас так же радовало, как и меня сейчас. Желаю вашему сердцу, вашему дому как можно больше спокойствия, радости. Желаю здоровья. Желаю умения создавать свое здоровье, поддерживать его. Желаю вам настоящего счастья, настоящей радости. Желаю как можно больше легкости и простоты. Все на самом деле гораздо проще, чем кажется. Берегите себя. И до наших новых встреч. Почему-то все равно пауза, как будто еще что-то хочется добавить, будто что-то стоит. Я рада быть снова здесь. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь здесь, на связи. И я надеюсь, наша связь и дружба продолжится и дальше. Всего самого доброго. До свидания.